Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Вы знаете, сегодня 15 июня, и мы уже в одном видео говорили о том, что сегодня именно 15 июня и достаточно мощный и сильный по энергетике день. День, когда вы можете изменить свою судьбу, при этом кардинально. Конечно, для этого нужно провести определенные ритуалы, практики, обряды, которые вам помогут сонастроиться с энергией космоса и прийти к новому витку в развитии в своей жизни. Поэтому именно сегодня, 15 июня, в 21 час 21 минуту по вашему, друзья, только местному времени проведите эту практику. Эта практика очень сильная по себе, и она действительно поможет вам изменить вашу жизнь. Почему именно, друзья, сегодня 15 июня? Напоминаем всем, что буквально вчера, 14 июня, у нас с вами было полнолуние. Вы знаете, это полнолуние было достаточно сильное по своей энергетике. Конечно же, каждое полнолуние, оно само по себе сильное, потому что энергия Луны, она увеличивается достаточно сильно, и многие люди это ощущают. Конечно, кто-то становится гиперактивным на этот период, а кто-то, наоборот, становится достаточно сонным, вялым, ничего не хочется. Но вот так вот иногда Луна влияет на людей. Поэтому вы должны, во-первых, научиться чувствовать, как Луна на вас влияет, и именно в таком случае принимать для себя те или иные выводы, решения для того, чтобы изменить свою жизнь. Так вот, 14 июня, друзья, у нас с вами было полнолуние. Полнолуние было достаточно сильное. И именно в это полнолуние, благодаря этому полнолунию, мы с вами можем привнести в нашу жизнь определенные изменения. Каждый из нас по-своему реагирует и на те или иные процессы, которые происходят в его жизни. Конечно, все мы с вами зависим от многих факторов, но очень важно, чтобы внутри нас была гармония, была рядом с нами удача, изобилие, достаток, чтобы все были здоровы. И для этого нужно проводить определенные практики, которые вам в этом помогут. И именно сегодня, 15 июня, потому что 14 июня был пик полнолуния, но 15 июня это продолжение полнолуния, потому что уже начиная с 16 после обеда у нас пойдет уже спад, пойдет убывающая луна, и мы с вами начнем уже говорить и проводить другие ритуалы. Но именно сегодня, 15 июня, очень важно, чтобы вы провели эту практику. Эту практику очень хорошо проводить в том случае, если, например, вам не хватает денег. Вы постоянно имеете проблемы с деньгами. Вы должны понимать, что когда вы имеете постоянно проблемы с деньгами, вы сами для себя должны остановиться и подумать, поразмыслить, почему это происходит в вашей жизни, почему вам не хватает денег. Но здесь не должен быть ответ в такой сфере, что потому что я мало зарабатываю. То есть вы опять приходите в тупик, вы приходите в непонимание, соответственно, вы не знаете, как вам выбраться вот из этого состояния. Поэтому здесь очень важно, чтобы вы поняли для себя, что вам не хватает денег, что вы, например, возможно, берете кредиты, постоянно лезете в долги. И знаете, когда человек, вот у него появляется какая-то проблема финансовая, человек в этот момент думает, где он может достать деньги, как он может их заработать. И, как правило, самый легкий вариант – это взять кредит, одолжить у кого-то деньги, да, вспомнить это состояние, что, ой, кто-то вам одолжил или кто-то помог с деньгами, и вы прямо внутри у вас радостно, весело. Но наступает все равно момент X, когда деньги нужно возвращать. Поэтому вы должны научиться уходить вообще от этого понимания, что жить в долг. Потому что когда вы живете в долг, вы тем самым закрываете на энергетическом уровне потоки изобилия, потоки достатка из космоса. То есть ваши потоки изобилия, достатка переходят к другим людям, переходит к другим эгрегорам, потому что таким образом вы, когда берете что-либо в долг, вы что-либо берете в кредит, вы тем самым закрываете вот эту дверь. Конечно, кто скажет, ну а как же жить, мне хочется это иметь, то иметь. Вы знаете, Вселенная, она бесконечная, у нее есть много чего для вас. Знаете, вот как большой подарок, но вы должны открыть эту дверь. Иногда это очень сложно. Почему? Потому что человеку не хватает знаний,
опыта, понимания той или иной ситуации. Вспомните о том, например, когда вы закончили институт или кто-то закончил техникум, и вы были как слепой котенок, вы не понимали многих процессов, многих ситуаций, даже, возможно, вам объясняли, но вы прошли институт или кто-то университет, какое-то ПТУ и так далее. А что у вас дальше происходит? Все равно у вас нет полного понимания, сознания, потому что вы получили только теоретические знания. Далее проходит какой-то период, ваши теоретические знания, плюс ваш жизненный опыт, и вы уже начинаете мыслить, вы уже начинаете думать, и все это происходит уже в другом русле. Обратите на это внимание. Поэтому очень часто мы хотим сегодня, сейчас, в эту минуту или в эту секунду, но так в жизни не бывает. Нет, это бывает, но это бывает в таких ситуациях, когда со временем придется рассчитаться, потому что бумеранг, он всегда возвращается. Помните о том, что те люди, которые обманывают, те люди, которые, знаете, не живут по Божьим законам, рано или поздно к ним возвращается бумеранг. Очень часто бывает так, что мы не видим этот бумеранг и, знаете, начинаем роптать на судьбу, что вот несправедливо и так далее. Но вы ведь не знаете настоящей жизни, что же там происходит. Мы все видим только какую-то определенную картинку. Поэтому вы должны научиться жить для себя, во имя своей семьи, детей, внуков. Не нужно смотреть, что там у Мани, Пети или Васи. Это никому не нужно, потому что, по большому счету, если вы интересуетесь чьей-то жизнью, значит, ваша жизнь вам не интересна. И вы не готовы вкладывать в нее свою энергию. Зачем вы вкладываете свою вот эту жизненную энергию в жизни других людей? Зачем копаться в том белье, которое это не ваше? Да, возможно, край уха можно послушать, да, но сделайте выводы для себя и идите дальше. И вот эта вот практика, о которой мы далее поговорим, она, друзья, очень простая, но именно ее нужно сегодня провести 15 июня в 21 час 21 минуту. Именно в это время будет достаточно сильный пик космической энергии отправляться на нашу прекрасную планету Земля. И вы, произнеся буквально 2 предложения, вы сможете изменить кардинально жизнь. Только у нас к вам большая просьба. После того, как вы проведете эту практику, не закрывайтесь в 4 стенах, не отключайте мобильный телефон. Нужно, наоборот, открываться миру, познавать мир, идти, знаете, вот к миру с открытыми руками. Потому что очень часто мы видим следующую ситуацию. Человек: я готов, я хочу поменять свою жизнь, мне это нужно, и так далее, и так далее. А человек проводит практику, при этом он ее делает от чистого сердца, он делает ее правильно. И наступая следующий момент, человеку начинает звонить его подруга, знакомая, прошлый работодатель и предлагает что-то действительно стоящее. Но человек замкнулся, потому что буквально 5 минут назад ему позвонила какой-то старый знакомый и рассказал какие-то плохие новости. Хотя это могли быть просто сплетни. Сегодняшний мир – мир фейков, как вы видите сами. И очень много информации, которая, пока не проверишь 100 тысяч раз, ее нельзя воспринимать. Но мы вот так устроены люди, мы не привыкли к тому, что у нас по телевидению, у нас в интернете, у нас в газетах все это, как правило, обман, как правило, ложь. И мы очень часто принимаем это все за чистую монету. И приходим к тем ситуациям, к которым мы вроде как не должны приходить, но мы приходим. Поэтому, пожалуйста, после проведения этой практики ни в коем случае не закрывайтесь, потому что многие нам пишут люди: боже, как здорово, что мы провели вот именно эту практику, и в нашей жизни произошли достаточно сильные изменения. Если вам предлагают переехать в другой город, в другую страну, возможно, что-то поменять, стать выше по карьерной лестнице, соглашайтесь. Даже если вы боитесь, что у вас не хватает каких-то знаний, опыта, вы должны понять, что все приходит со временем. Где бы вы ни пришли, в какую компанию, вам все равно нужно изучать инструкции, изучать правила той компании, которые уже есть. Помните о том, что мир не без добрых людей, и вам всегда помогут. Поэтому не закрывайтесь ни в коем случае. Итак, друзья, сегодня, 15 июня, в 21 час, в 21 минуту вам нужно открыть окно или выйти
под открытое небо. Даже если у вас на данный момент, например, идут дожди, у вас туман, и вы не видите небо, да, то есть луну не видите, небо, звезды, ничего страшного в этом нет. Очень важно просто смотреть. И далее нужно 3 раза сказать следующие слова. Итак, я, называйте ваше имя, выйду в ночь, попрошу луну мне помочь, избави от безденежья, помоги богатство и изобилие привлеки. Моя вера крепка, слово верно, как сказала, так и будет истина. Друзья, произносим эти слова 3 раза. После этого идете, занимаетесь своими делами, отдыхаете, а со следующего дня, уже 16 июня, пожалуйста, будьте открытыми для всего мира и смотрите на мир только с любовью. И тогда в вашей жизни действительно произойдут кардинальные изменения. Друзья, мы надеемся, что именно вот эта практика, именно эта рекомендация прямо сейчас изменит вашу жизнь кардинально в лучшую сторону. Мы вам желаем всем мира, любви, изобилия, достатка, благополучия. Помните, ваш мир – это только ваш мир, и никто его не может построить, кроме вас.